Привет из холодного Стамбула. Привет, друзья! Хочу вам показать сегодняшние блины, которые я напекла. И почему я хочу их показать? Здесь у меня творог домашний, который я приспособилась в миграции делать дома, потому что очень скучаем по нему. И этот творог вышел очень хорошим, потому что очень хорошего качества было молоко. Видите, оттенок очень кремовый, жирный творог. И, конечно же, всегда остается вот такая сыворотка. Сыворотка полезнейший продукт. Я ее не выливаю, разливаю по бутылкам, а потом использую в выпекании блинов и разной выпечки. Посмотрите, какой цвет получается у блинчиков за счет сыворотки. Ну, плюс у меня еще тут цельнозерновая мука. Так что рекомендую, если вдруг у вас есть сыворотка под рукой. Мы уже чуть-чуть сказали. И будет еще потом выпуск сравнения более подробный. Там какие-то мелкие расходы разные. Ну и самое важное, конечно, жилье, коммуналка и так далее. Что мы тут можем... Романтичный ужин вообще. Да, в Около парке, водички. пицца, Милота. чай, Котики. вечер. Милота вообще. В Стамбуле очень чревато ужинать на улице, не внутри, потому что вот это. Их тут 6, и они все бегают вокруг нас и пытаются украсть нашу пиццу. Мы это охраняем все. Быть, конечно, ругаемся на них. Привет, как дела? Я хочу сегодня приготовить 2 блюда из вот таких овощей. Капуста и тыква баттернат сквош.
самая любимая моя тыква, мускатная, сладкая. Из нее мы будем делать горячее блюдо в сливках с сыром. А из капусты я хочу сегодня сделать стейки, которые буду подавать с одним соусом. Поехали! Ну, а для этих стейков с капустой мы с вами сделаем сейчас соус, которым мы будем поливать эту капусту. Будет состоять она из йогурта, тахинной пасты, лимонного сока, оливкового масла. Все очень просто. Соус напоминает хумус по составу, только в составе не будет йогурта. Так, добавляем с вами йогурт. Соус мы этот очень любим, поэтому я делаю его с запасом. Далее тахинная паста. Я делаю раскладку на глаз. Далее я выдавлю немножко зубчик чеснока. Так, лимонный сок. Зубчик чеснока. Также я немного добавлю кориандр. Ой, не кориандр, а зиру. Ну а капустным стейком я хочу сегодня сделать мясные зразы. Здесь у меня фарш. Я туда добавила чеснок, лук, специи по вкусу и отварила 3 яйца. Зразы достаточно знаменитое блюдо во многих странах, но у меня еще в детстве часто делала их мама, запекала в духовке. По сути, это достаточно здоровый, правильный рецепт, так как здесь аж двойной протеин в виде белка птицы, яйца и самого мяса. Вот так заворачиваем его, делаем шарик и запекаем. При нарезании потом на слайсы будет очень красивый разрез.
И это красиво подавать с капустными стейками. Я считаю, это отличная идея. Здесь у меня смазанный противень. И я выкладываю. Тщательно заделайте швы, чтобы у вас при высокой температуре он не расползся, фарш. Также я хочу смазать оливковым маслом, чтобы они были более сочные, яркие по вкусу. Вот такие красивые мячики. Сейчас я их поставлю запекаться где-то на 40 минут. Блюдо готово. Здесь у нас стейки из капусты с соусом и зразы. И также у нас сегодня овощной салат с тунцом. Привет, друзья! Сегодня был у меня закуп, сегодня и вчера вечером. Хочу показать, что мы здесь в Турции покупаем, приблизительно из чего состоит ежемесячный рацион. Потому что YouTube я не так давно веду, но в Инстаграме всегда с радостью подписчики смотрели, интересовались, какие продукты в Стамбуле нынче, потому что в каждой стране они разные. Здесь у меня закуп случился в метро и в каких-то приближенных магазинах, потому что я не ходила на еженедельный базар, который здесь случается раз в неделю, где мы все закупаем, кроме мяса. В основном фрукты и овощи. Они там намного дешевле и вкуснее по качеству. Так, давайте с этой стороны покажу. Здесь я купила 3 литра деревенского молока. По стоимости оно 170 лир. Уж не знаю, там кто из какой страны, как переводить. Из этого молока мы его не пьем. Я делаю из него творог. Cottage cheese. Вот с 3 литров у меня около 700 грамм творога получается. В Турции самый ходовой продукт — это йогурт. Я люблю йогурт с каймаком сверху. Он очень вкусный, и йогурт сам по себе — это ферментированный продукт, очень полезный. Поэтому здесь некоторые турки по 5 литров прям покупают раз в неделю его. Не знаю, сколько они его съедают, но нам килограмма вот этого хватает. Очень вкусный. Смотрите, здесь мясные продукты. Покупаем мы часто индейку. Вот такое филе я взяла. Я, скорее всего, его буду запекать маринованное. Так же, как и вот эту вырезку говяжью. В этот раз я взяла. В метро покупали. Наверное, скорее всего, конечно, это промышленное мясо. Я имею в виду, что не травяного откорма. Вот, потому что травяного откорма, я думаю, что здесь сложно найти. Но в целом в Турции очень хорошего качества мяса. Я буду из этой вырезки, наверное, я ее разделю на 2 части и буду запекать. Замариную заранее, и будет это вместо какой-то колбасы, как пастрами на бутерброд. То же самое с индейкой сделаю. Фарш. Фарш всегда нужен в холодильнике. Болоньезе, разные блюда. Вот, я делю на несколько частей и убираю в морозильник. Здесь у меня вот такая часть говядины с косточкой. Мясо на косточке для супчиков. Тоже разделю на 2 части для наваристых бульонов. Что еще? Всегда мы берем креветки по килограмму замороженные. Они достаточно крупные, мне нравятся они. По цене они сейчас где-то 650 лир за килограмм. Также я беру лосось. У нас в одном магазине он есть вот в такой заморозке, свежий лосось. Это не соленый. Я его солю сама. И он по цене выходит очень хорошо. В принципе, мне нравится такой вариант. Иногда, конечно, берем свежий. На рынке сейчас как раз сезон рыбы. Здесь у нас копытца.
Знаете, для чего я это купила? Буду делать русское блюдо холодец. Так хочу, так соскучилась. Обязательно, может быть, поделюсь рецептом, если будет нужно. Я думаю, что только славяноязычные люди понимают, что это такое. Что еще? Сурими, они же крабовые палочки, имитация крабового мяса. Тоже я очень люблю. В Турции они дорогие. Вот эта упаковка полкило 500 лир стоит. Но мне очень нравится добавлять в салаты. Также взяли в этот раз вот это красивое на вид мясо. На самом деле это сердце коровы, коровье сердце. Тоже тут много коллагена, хороший протеин. Можно делать какие-то пирожки, можно просто обжаривать. Я думаю, что это тоже будет очень неплохо. Первый раз взяла попробовать. Так, что дальше? Из сыриков мы вчера купили бурату. Очень любим ее местную бурату. Вот это неплохая. Тут 4 шарика. И по цене нормально выходит. Выбор бураты здесь небольшой в Турции. Его делают всего 2-3 производителя. С Италии понятно, что ничего не привозят. Здесь с этим проблемы. Ну, в принципе, мы вот на это останавливаемся и делаем все время салаты. Сегодня вечером, в частности, буду делать. Берем грана падано или пармезан, конечно же. Тоже очень вкусный, полезный сыр. Хороший протеин. Можно кусочками нарезать. Натираем в пасту. В общем, все как всегда. Вот гравьер он здесь называется. Местный, турецкий. Тоже очень вкусный сыр, хорошего качества. Очень ароматный. Ну и тут база овощей. Здесь марул. Такая листовой салат. Марул он называется здесь. В общем-то, зелень знаменитая. Томатики черри, огурчики. Здесь у меня пакет с разными травками. Петрушка, руккола обязательно. Несколько пучков я беру. И укроп. Киви сейчас самый сезон. Они очень полезные, поэтому сейчас наедаемся киви. Вкусные, кстати, сейчас вкусная голубика. Сейчас очень сладкая. Мандаринки все еще сезон. И гора яблочек наших любимых. Ну, конечно, бананы обязательно. Вот такой закуп случился. А еще хочу вам показать. Вчера купила вот такие перчики, повесила на стену. Скорее даже как декор, а не для того, чтобы пользоваться. Хотя такие перчики тоже классно использовать в приготовлении. Особенно азиатских блюд каких-то. Мы горячие любим. Вот здесь у меня чесночок хранится. В общем, я сделала отдельное видео. Покажу, как у меня выглядит моя кухня. Что и как у меня тут все устроено. Если нужно, маякните. Обязательно сделаю такое видео. Ну все, всем отличного дня. Ребята, привет. Привет из холодного Стамбула. Я даже в шапке. Очень тепло одета. У нас стоят просто самые мерзотные погоды в году. Январь, февраль, март. Серо, дождливо, холодно, промозгло. Но жизнь продолжается, поэтому... Хотя я сегодня пропустила базар, который планировала посетить и купить свежие продукты. Но сейчас решила прогуляться под мокрым дождем и подкупить кое-что для новых блюд. У меня не нашлось шалфея. Вот, попробую сейчас в одном супермаркете найти. И хочу сделать очень классное блюдо из тыквы сладкой. Вот, запеченная тыква, хороший гарнир к какому-то основному блюду.